Приветствую вас на канале Дом звука. И сегодня речь пойдет вот о такой вот бас-флейты. Бас-флейта делалась на заказ и делал ее достаточно долго. Но это вот из серии как раз флейт для медитации. Хочу сначала сказать, что записывал ее на сотовый телефон, там хорошая видеокамера, но оказалось при просмотре, что басовый звук, который записался на микрофон сотового телефона, он не позволяет услышать эти вот бархатные басы, так как начинает все вибрировать и зашкал. Скорее всего, микрофоны не могут достать тех частот, не могут воспроизвести те частоты, записать качественно. И вот сейчас я записываю как раз на микрофон петличку, чтобы показать всю глубину тех ощущений. Ну, всю, конечно, я не могу через микрофон передать, но часть каких-то ощущений, возможно, перейдет. Потому что действительно низы – это нечто такое глубокое, магичное, и понять их и прочувствовать можно только вживую. Ну а вот с видеотехникой и вот техникой, которая у меня вот сейчас вот здесь, можно частично передать эти ощущения. Флейта – это одна из самых низких, которые мне удавалось сделать. И вот эта флейта, она не предназначена для каких-то музыкальных произведений с широким диапазоном. Она больше предназначена, чтобы почувствовать тембр глубокий, густой бас низов. Для чего это нужно? В основном я занимаюсь изучением звука через разное делание музыкальных инструментов, и в основном это флейты. Ну, так сложилось, что влияние дыхания, которое я понял еще лет 15 назад, вот эта вот
философия дыхания повлияла на меня таким образом, что я начал изучать сначала дыхание, а потом начал изучать игру на флейтах, так как это связано с дыханием. И это, собственно, и привело меня к тому, что я начал увлекаться деланием флейт с точки зрения налаживания психики, гармонизации. И с чем это связано? В первую очередь это связано сейчас с теми процессами, которые у нас идут сейчас в цивилизации полным ходом. А именно, это технологический процесс. И немного коснусь некой философии в этом видео, потому что давно это, скажем так, сидит у меня внутри, и мало я это слышу и вижу где-то по видео, но сам очень четко это чувствую и понимаю. Так вот, этот технологический процесс, который сейчас в данное время нас, можно сказать, полностью окутывает, подразумевает некие вибрации, и в основном высокочастотные. И в основном эти вибрации высокочастотные, они не совсем соответствуют нашим вибрациям нашего тела и организма. Они не совсем природные и заставляют нас, так как мы соприкасаемся, техника вибрирует, и мы с ней соприкасаемся, заставляет все приборы, ну, какие сейчас у нас в основном, это сотовые телефоны, это компьютеры, это какие-то микроволновые печи, это какая-то, в общем целом, техника, которая постоянно вибрирует, излучает. И, собственно, наша вибрация, она непосредственно взаимодействие с вибрациями технического устройства. Потихоньку, конечно, это не происходит не за 1-2 дня, не за месяц, а это происходит за годы. Наши собственные вибрации меняются. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что в основном мы становимся сначала раздражительными, потом раздражение – это первый этап сопротивления, то есть мы сопротивляемся этой вибрации на уровне психики, но на уровне ума мы этого не понимаем, мы наоборот на уровне ума, желаний тянемся к этой технике еще больше. А впоследствии происходит апатия, то есть нам уже ничего не интересно, ничего мы, скажем так, не можем сделать качественно, потому что вот эти все вибрации, они не соответствуют нашему, скажем так, состоянию, чтобы мы что-то делали качественно. Мы подстраиваемся под эти технические вибрации, а они, соответственно, делают из нас не совсем творческих личностей. В основном они делают из нас, скажем так, подавленных роботов. Ну, собственно, эта технология, она тоже роботы. И, соответственно, взаимодействие частотно с ней мы, конечно, не на интеллектуальном уровне, не на каком-то магическом, а просто вибрационно становимся такими же, как эта техника. И что меня это очень сильно глубоко затрагивало всегда, и сначала я этому всему сопротивлялся, но от этого никуда не денешься. И поэтому на данный этап времени я выявил для себя такую особенность, что если мы начинаем взаимодействовать со звуком более глубоким, успокаивающим, то это своего рода компенсация того ущерба, который нам наносит вот эта вот электроника. То есть это своего рода подстройка. То есть мы подстраиваемся, взаимодействуя с техникой, мы подстраиваемся под технику и напрягаемся, волнуемся, переживаем. Но в какой-то степени у нас есть иммунитет, когда мы тоже также в таком же диапазоне времени касаемся каких-то музыкальных инструментов, которые частотами, естественно, соответствуют нашему организму и телу. И играя на этих инструментах, человек подстраивается, опять же, под природные свои ритмы, вспоминает самого себя, вспоминает те качества, которые заложила в него природа. Это такие качества, как трудолюбие, это такие качества, как любовь к окружающему миру, к самому себе прежде всего, ну и, соответственно, дарение.
И вот эти вот качества, они позиционируются именно с взаимодействием вот этих вот музыкальных инструментов. Но это не только флейты, это могут быть и другие музыкальные инструменты. И, собственно, диапазон их очень большой. Но почему именно я остановился на флейтах? Потому что посчитал для себя это максимально быстрым и удобным, так как дыхание, оно непосредственно влияет на психику сразу изнутри. То есть это и вибрационно, и ритмично. И это сразу стереоэффект. Ну, может быть, у кого-то получается быстрее другим способом. Есть еще, кроме этого способа. Но, тем не менее, вот для меня этот способ очень быстрый, приемлемый. Я так быстрее восстанавливаюсь, отдыхаю, осознаю самого себя. И не забывая, что я действительно творческий человек, что я могу творить, вдохновлять людей. И я этот способ транслирую и показываю людям через какие-то музыкальные импровизации. И, собственно, вот сегодня в видео я, изготовив этот инструмент очередной, хотел напомнить и себе, и людям вот о, скажем так, причине изготовления именно вот таких вот басовых флейт. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.